Добрый день, дорогие друзья! Хотелось бы показать вам, как я связала вот такие простенькие повседневные пинеточки. Вяжутся очень легко и очень просто. Смотрятся просто великолепно. Я обожаю вот такой мысик и очень люблю, когда на детских пинетках связан вот такой вот узорчик кукурузка. Я очень часто применяю его сюда. И вы сами видите, что смотрится просто красиво. Здесь вот я приклеила Божью коровку, чтобы хоть какое-то украшение здесь было такое вот весеннее. И зелененькие подойдут на мальчика. Возьмете розовую ниточку или беленькую, или сиреневую, будет на девочку. Разницы нет на кого. Вот такие на каждый день я связала пинеточки. Итак, я взяла вот такую пряжу. 50 грамм, 133 метра. Это 100% полиакрил. И взяла вот эти спицы. Размер 3,25. Можно троечку взять. Тоже подойдет троечка. Еще нам нужно будут ножнички и крючок, чтобы сшить подошву и заднюю часть пинеточка. Итак, я набрала на спицы 30 петель. Набрали 30 петель. Первую петлю мы снимаем. Дальше вяжем одну лицевую, накид и 12 петель. Накид 2, накид снова 12. Накид 1 и кромочную вяжем изнаночной. Полностью мы весь пинеточек, вернее подошву, будем вязать лицевыми петлями. Следующий ряд мы вяжем все лицевые, накиды вяжем за заднюю сторону петли. Одну прибавку мы сделали. Нам нужно сделать еще 3. Всего будет 4 прибавки. Снимаем кромочную не провязанной. Дальше мы вяжем 2 лицевые, накид и 12 петель. Накид 4. Накид 12, накид 2 и кромочная. Следующий ряд все петли лицевые. Дальше третья прибавка. Снимаем кромочную, дальше вяжем 3. С кромочной получается 4, накид 12, накид 6, накид 12, накид 3 и кромочная. Дальше весь ряд вяжем лицевыми. Накиды вяжем за заднюю сторону, вот так вот. И четвертая прибавочка. Снимаем кромочную и провязываем 4, накид 12,
накид 8, накид 12, накид 4, и дальше вяжем лицевыми петлями. Провязали мы один ряд, у нас 2 хвостика здесь, и у нас 1, 2, 3, 4, нам нужна еще одна дорожка, то есть мы еще в одну и другую сторону вяжем лицевыми петлями. Так, 2 хвостика у нас справа, 1, 2, 3, 4, 5 дорожек с одной стороны и 1, 2, 3, 4, 5 дорожек с другой стороны. Дальше будем вязать узор кукурузка. Снимаем кромочную, следующую вяжем лицевой, потом накид и снимаем петлю, не провязывая. Снова лицевая, накид и снимаем не провязанную. Накид обязательно делать прямой от себя. Лицевая, накинули, сняли. И так мы вяжем до конца ряда. Дальше второй ряд узора. Снимаем кромочную. Дальше у нас идет петля и накид. Вместе они лежат как бы. И отдельно еще одна петля изнаночная. Петлю и накид мы снова с таким же накидом снимаем вместе. Петлю и накид. У нас получилось 2 накида и 1 петля. Отдельную петлю мы провязываем лицевой. Снова накид, петлю и накид снимаем. Отдельную петлю провязываем лицевой. Так мы вяжем опять до конца ряда. Следите, чтобы ни один накид у вас не потерялся. Вот так. Дальше третий ряд узора кукурузка. Снимаем кромочную. Дальше у нас идет отдельно петля. Мы ее вяжем лицевой. А тут петля и 2 накида. Все вот эти 3, кучку всю, мы вяжем одной изнаночной. Снова петлю мы вяжем лицевой. Вот эту петлю и 2 накида мы вместе вяжем одной изнаночной. То есть 1 лицевая и 1 изнаночная. 1 лицевая и 1 изнаночная. Только изнаночную вяжем мы петлю и 2 накида одной изнаночной. Вот у нас уже получаются такие вот шишечки. Назад мы еще провяжем ряд, и они будут прям четко видны. И последний, 4-й ряд узора мы вяжем резиночкой 1 на 1. Снимаем кромочную, вяжем 1 лицевую, 1 изнаночную. 1 лицевую, 1 изнаночную. Вот так. Ну вот, первый ряд кукурузки у нас готов. Теперь повторяем с первого ряда, так как мы провязали вот этот ряд кукурузки. 1 лицевая, дальше изнаночную снимаем с накидом. По изнаночной стороне провязываем лицевую, петлю с накидом
снимаем опять с накидом. Второй ряд. Петлю и накид мы снимаем снова с накидом. Петлю провязываем лицевой. Петлю и накид снимаем с накидом. Следующая петля лицевая. И последний ряд узора. Снимаем кромочную, дальше 1 лицевая, петлю и 2 накида провязываем 1 изнаночной. Снова 1 лицевая, петлю 2 накида вяжем изнаночной. И последний ряд вяжем 1 лицевую и 1 изнаночную. 1 лицевую и 1 изнаночную. У нас провязано 2 ряда кукурузки. Теперь мы вяжем 2 ряда чулочной вязкой. То есть мы сейчас вяжем все петли лицевые, а по изнаночной стороне мы вяжем все петли изнаночные. На спице у нас 46 петель, 2 ряда провязали мы. Ряд лицевыми, ряд изнаночными. И теперь мы будем вязать вот такой вот красивый мысик. Это, я вам скажу честно, это мой самый любимый мысик. Мне он очень нравится. Бывает, я вот 1 петлю здесь ставлю в серединке, бывает 2, бывает вообще ни одной. Просто вот такая вот елочка получается. Итак, мы провязываем 19 петель от общей суммы. Может быть, вы будете больше или меньше вязать. От общей суммы отнимаем 8 и разницу делим пополам. Вот у нас 46 петель, я отняла 8, получается 38, и делим пополам, провязываем 19 петель. Кромочную тоже считаем. 1, 2, 3, 4, 10, 19. Теперь следующие 8 петель мы вяжем так. 2 вместе мы вяжем 1 раз с наклоном влево, и 2 вместе мы вяжем 2 раз с наклоном влево. Теперь 2 петли переставляем вот так, вяжем 2 вместе с наклоном вправо и опять 2 вместе с наклоном вправо. И дальше вяжем 19. По изнаночной стороне все петли вяжем изнаночные. Дальше. Точно так же, как мы провязали с вами 19, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо, 19. Назад мы вяжем изнаночными. Теперь мы вяжем не 19, а 17. Серединку так точно. Снова 17, назад изнаночными. Потом мы вяжем 15, также по 2 вместе 4 раза, и 15. И назад мы вяжем все петли изнаночные. 1, 2, 6, 17. И также вяжем 2 вместе, 2 вместе. Переснимаем петли, 2 вместе, 2 вместе и 17. Назад все изнаночные.
потом 15, 4 раза 2 вместе, 15, и назад изнаночные. Провязали мы по 15 петель, вернулись назад, и теперь еще раз мы вяжем 15 петель. 1, 2, 2 раза будем вязать 15, 4, 5, 10, 11, 15. И мы один раз 2 вместе, и с другой стороны с наклоном вправо 2 вместе. И дальше вяжем 15. И назад мы вяжем все петли изнаночные. Провязали мы назад ряд изнаночными. Вот смотрите, какая красота. Какой красивый получается у нас мысик. Теперь мы сделаем дырочки для шнурочка. Провязываем, снимаем первую, делаем накид и 2 вместе. Накид и 2 вместе. В конце ряда будет у нас 2 вместе и кромочная. Вот, 2 вместе и кромочная. Назад мы вяжем все петли изнаночные, накиды вяжем обычной петлей, чтобы были дырочки у нас. Также мы вяжем вот за заднюю, не за переднюю, а за заднюю стеночку, за большую вот сторону петли. У нас получается вот дырочки. И дальше мы снова 2 ряда кукурузки вяжем сверху. Сверху 2 ряда кукурузки вяжем, так точно, как мы вязали вот эти вот 2 ряда. 1 лицевая, 1 снять с накидом, лицевая снять с накидом, лицевая снять, петлю берем за зад, вот сзади наперед, вот так вот, лицевая снять с накидом, у нас 32 петли на спице. Назад мы опять петлю с накидом снимаем с накидом. Потом мы провязываем 1 лицевую петлю и 2 накида изнаночной. И по изнаночной стороне мы вяжем 1 лицевую, 1 изнаночную. Провязали мы еще 2 ряда кукурузки. И теперь, на ваше усмотрение, я провязала 6 рядов лицевыми петлями. И по лицевой стороне закрыла все петли. Можете провязать резиночкой, можете провязать выше. Ваше желание. Итак, я провяжу 6 рядов лицевыми петлями и закрою петли. Итак, я провязала еще 6 рядов лицевыми петлями и отрезаем ниточку. Вот как мы быстренько связали этот пинеточек. Если вам нужно куда-то быстренько связать, то, пожалуйста, этот вариант как раз подойдет. Вот такую красоту мы связали с вами. Выворачиваем на изнаночную сторону. У нас 1 ниточка, 1 цвет. И вот мы аккуратненько сошьем. Как я вам показывала, 2 половинки косички одна сторона и 2 половинки косички вторая сторона. И протаскиваем через них ниточку. Можете иголочкой сшить, как вам будет удобнее. Вот так. Сшиваем здесь и по подошве. Так, пинеточек сшит. Я связала крючком шнурочек. 48 сантиметров связала. И вдела сюда вот в эти дырочки, которые мы делали с вами. Вот, смотрите, какая красота.
Вот такие у нас получились красавчики. У меня вот такой вот есть божья коровка. Так. Вот так я пока приклеила, а потом я приклею уже на более такой крепкий клей. Вот смотрите, вот такие красавчики получились у нас, девочки. Если понравился вам этот мастер-класс, если понравилась вам эта моделька, пишите в комментариях. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди вас ждет еще очень много хороших, красивых моделек и тапочек, и пинеточек. Так что я вас жду на своем канале. Сегодня буду прощаться с вами. Всего вам доброго, всех благ, мира на земле, побольше добра. Всего вам доброго. До свидания. И надеюсь, до новых встреч. Всем пока.